Северные склоны главного Кавказского хребта. Талая вода тысячелетних ледников бесчисленным множеством ручейков сбегает по горным долинам, сливаясь в бурные и неукротимые потоки. Одна из таких рек – легендарный Терек. Более 600 километров он несет свои воды по предгорьям Северного Кавказа и Предкавказской равнине. Терская вода богата осадочными породами и выглядит непроницаемо мутной. Терек впадает в Аграханский залив Каспийского моря, образуя широкую илистую дельту. Это место стало своеобразным оазисом среди сухих дагестанских равнин. Пожалуй, самое распространенное растение Аграханского залива – тростник, ошибочно называемый камышом. Высокие и плотные заросли тростника неприступными крепями раскинулись на сотни квадратных километров. На первый взгляд они однообразны и невыразительны. Кажется, только усатые синицы радуются тростниковым метелкам. Однако среди бесчисленных рукавов, каналов, стариц и озер Аграханского залива скрывается множество удивительных творений природы. Мы постараемся погрузиться в этот мир и ближе познакомиться с его обитателями. Болотная черепаха часто встречается в большинстве местных водоемов. Она прекрасно плавает, но предпочитает греться на солнышке.
тихой заводе зарастающего озера птицы устроили свое шумное жилище. Здесь есть обычные виды, а есть и редкие, занесенные в Красную книгу. Самые заметные обитатели этого птичьего царства – цапли. Самец малой белой цапли подобрал веточку для гнезда. Тростниковые гнезда у поверхности воды надо надстраивать регулярно. Египетская цапля осторожно устраивается на кладке. Партнер старается быть рядом и охранять гнездо. Пара желтых цапель отдыхает от семейных обязанностей. Самка кваквы наблюдает, как самец занимает свое место на гнезде. Ведь цапли насиживают кладку по очереди. Гнездо расположено в скрытном и тенистом месте. Пробираться туда приходится осторожно. Птенцы серой цапли уже достаточно взрослые. Большую часть дня родители их не опекают. Каравайка – многочисленная и самая заметная птица в колонии. У каждой пары орава шумных и подвижных птенцов. Изящная колпица – настоящее украшение птичьего поселения.
Здесь обустроились несколько пар. Свою гнездовую жизнь они начали в разные сроки. В этом гнезде только первое яйцо. А у других родителей уже подросшие пуховички. Малый баклан не может похвастаться изяществом и утонченностью, как другие члены общины, но он образцовый кормилец. Египетская цапля, каравайка, колпица и малый баклан – краснокнижные виды, и наблюдать за их жизнью – большая удача. А жизнь птиц всегда наполнена такой энергией и деятельной активностью, что похоже на зажигательный и элегантный танец. Птичьи колонии – редкое явление. Они очень уязвимы и нуждаются в охране. В озерах дельты терская речная взвесь оседает, и вода становится прозрачной. Пышная растительность создает идеальные условия для роста и размножения рыб.
Поэтому большинство птиц Аграхана сидит на рыбной диете. Как, например, эта молодая серая цапля. Карасику не стоило мешкать, ведь движения цапли точны и молниеносны. Теперь главное — не упустить добычу. Избыток рыбы и близость теплого моря привлекает и других крылатых рыбаков. Большой баклан любит устраивать гнездовые колонии на невысоких деревьях. Порой колония большого баклана может содержать сотни гнезд. Аграханский залив всегда славился как место нереста многих пород рыб. И это привлекает не только птиц. Факт нарушения налицо, и инспектор заповедника задерживает нарушителя. Правда, такие встречи не всегда проходят мирно. Возьми. Оперативный служба, заповедник Дагестанский. Как фамилия? Смойлов, Курбан. Где проживает? Село Старотырыч. Каратерич. Так, вы нарушили режим заказника Аграханский. Вот. Мы составляем на вас материал. Число, месяц, год рождения. 18.04. 84. Это было учебное задержание, проведенное специально для съемочной группы. Правила посещения заказника простые и понятные, а инспекторы заповедника хорошо оснащены и вооружены. Однако каждое лето на заповедные территории совершается нашествие, которое человеку остановить не по силам. Это саранча. Еще не летающие молодые особи объели все листья тростника в этом месте и ищут новые нетронутые заросли.
Водная преграда для них не проблема. Они еще не подозревают, что на другом берегу реки старшие крылатые особи все уже съели, и пришельцам тут не рады. Для летающей саранчи нет преград, кроме одной. Тростниковый рай Аграханского залива со всех сторон окружен засушливыми землями. С востока залив отделяет от моря Аграханский полуостров, образованный речными наносами. Среди зарослей дикорастущих злаков живут малые суслики. Они внимательно осматривают окрестности и не забывают об осторожности. За сусликами наблюдает молодая перевязка. Ее присутствие быстро замечают. Звучит сигнал тревоги. Среди выжженного солнцем солонца обустроила гнездышко луговая теркушка. Стоит невыносимая летняя жара, и ей приходится скорее охлаждать яйца, чем греть. Будущее птенчиков кажется незавидным. На самом деле совсем рядом находится весьма оживленное место – морское побережье. Во второй половине лета вдоль берега моря и среди прибрежных зарослей собираются стаи птиц. Чайки, каравайки, цапли, колпицы, бакланы. Вот и молодые луговые теркушки. Пока они под присмотром родителя, но скоро начнут самостоятельную жизнь.
Опресненные воды морских мелководий привлекают мигрирующих птиц – уток, лысух, куликов. Это удобные места для отдыха и восстановления сил перед полетом на юг. К началу осени уровень воды в Тереке падает, и многие озера и протоки мелеют и пересыхают. Начинается засуха. Эта болотная черепаха проползла несколько километров по пересохшему руслу в поисках воды. Она утомлена и пытается укрыться в тени бывшего берега. В разгар засухи лягушки не рискуют отдаляться от воды. В тесноте они сидят возле последней лужи, навлекая на себя опасность. Засуха не помеха для саранчи. Она уничтожает последние зеленые листья тростников. Стая скворцов натыкается на скопление насекомых. Начинается воздушная битва. Выжившие спешат продолжить свой род. Вдоль русла Терека его старицы каналов тянутся зелеными лентами в море тростников пойменные леса. Они стали своеобразными коридорами, по которым в заказник проникают лесные звери.
Жизнь леса очень тихая и скрытная. Увитые лианами кустарники и невысокие кряжестые деревья создают непроходимые заросли. Окружающие лес тростники прячут от наблюдателя все живое. В таких условиях увидеть оленя – большая удача, даже с высоты птичьего полета. Дно высохшего канала стало звериной тропой. Почва изрыта следами копыт и лап. Осторожных обитателей леса здесь можно легко обмануть, поставив фотоловушку. С наступлением ночи на сцене появляются новые игроки. Шакал приходит первым, проверить, что тут делали люди. А это пара енотовидных собак. Судя по фигуре, они хорошо подготовились к зимовке. Наступает разгар осени. Тростники окрасились в золото. Усатым синицам корма хватит до весны. Многие птицы останутся здесь на зимовку, другие отправятся на юг. Дагестанский заповедник оберегает и изучает природу Аграханского залива, и мы надеемся, что уникальная экосистема сохранится.